Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Друзья, в сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим интересную монету номиналом 50 копеек, которая была продана на аукционе монеты и медали в 2009 году за 1 миллион 950 тысяч рублей. Прежде чем мы рассмотрим эту монету, уважаемые зрители, я вам расскажу небольшую нумизматическую историю про этот номинал. Гражданская война подходила к завершению, но на территории Дальневосточной Республики еще продолжаются битвы Народно-революционной армии против белоповстанческих войск. Весной в Тифлисе состоялся съезд, на котором представители Армении, Азербайджана и Грузии объявили о создании общего федеративного союза народов Закавказья. Советская Россия начинает встраиваться в общемировую жизнь, участвуя в международных конференциях и открывая авиасообщения с европейскими державами. 30 декабря РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР образуют единое государство Союз Советских Социалистических Республик. В финансовом плане положение страны пока остается откровенно тяжелым. В октябре отменяется золотой счетный рубль и вводятся бумажные червонцы, призванные стать надежной валютой в сравнении со стремительно теряющими покупательскую способность совзнаками. Это время бумажных денег и суррогатов. Однако монетный двор Петербурга весь год продолжает чеканку монет с символикой РСФСР, хотя в обращении они поступят еще не скоро. При возобновлении чеканки решили придерживаться стандартов Российской империи, когда разменное серебро имело 500-ю пробу, а крупные номиналы – 900-ю. Лигатура и в том, и в другом случае выступала медь. Сохранились и прочие параметры – диаметр, вес и толщина. Неизменным решили оставить и гуртовое оформление, выполненное славянской вязью. Но революционные реформы успели поменять грамматику, поэтому в надписи на гурте тоже произошли перемены. Вместо «чистого» стали писать «чистого». В отсутствии портрета самодержца лицевой стороной становится та, где отчеканен герб молодой Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Символика нового государства разительно отличается от имперского двуглавого орла. А вот оборотная сторона с обозначением номинала явно заимствует символику прежних лет. По крайней мере, лавровая и дубовая ветви, перевязанные внизу определенно сложенным бантом, перешло на советское серебро с разменных монет Российской империи. При идентификации данного полтинника нумизматы первым делом смотрят на гурт. Для этой разновидности монеты в надписи на гурте чистого серебра 2 золотника и 10,5 долей имеются буквы АГ. Это инициалы Артура Гартмана. Этого человека смело можно назвать той движущей силой, которая возродила монетный двор Петрограда. После революции новая власть планировала в будущем полный отказ от денег, поэтому практически все специалисты двора были уволены, хотя в скором времени многим из них поступили предложения вернуться. В первые годы советской власти монетный двор представлял печальное зрелище, так как производство денег было полностью остановлено. Предприятие вело лишь работы по афинажу драгоценных металлов и выпуску государственных наград. Из коллектива оставшихся работников деятельной энергии резко выделялся Артур Гартман, являвшийся, кроме того, и большим специалистом по обработке золота и серебра. Поэтому неудивительно, что он быстро получает назначение на восстановленную должность начальника монетными переделами. После того, как в 1921 году решено вернуться к процессу чеканки серебра, по примеру имперских банковых или же банковских, как вам удобно, монет, из металла высокой пробы на гурте решено ставить инициалы лица, ответственного за чистоту серебра и качество продукции. Уважаемые зрители,
Весной 1922 года по прямому назначению министра финансов РСФСР Григория Сокольникова Гартману поручено возглавить монетный двор. Поэтому на гурте появляются буквы «ПЛ», так как теперь должность минцмейстера занимает Петр Латышев. Это тоже весьма значимый специалист, как и многие выдающиеся деятели, внесшие большой вклад в развитие монетного производства. Латышев является выпускником Петербургского горного института. В имперский период он работал помощником управляющего медальной и вспомогательными частями, а после революции оказался в числе уволенных. Предложение занять должность управляющего монетными переделами Латышев получил в июне 1922 года. Его неоспоримой заслугой будет организация чеканки полтинников и медных пятикопеечников 1924 года одновременно и в Ленинграде, и в Англии. Именно с этими монетами связана легенда, что буквы П и Л на гурте якобы обозначают, что монеты состоят не из серебра, а из более ценной платины. Вся дальнейшая жизнь Петра Васильевича будет связана с монетным двором, где он будет работать до августа 1941 года. Монет с буквами ПЛ сохранилось больше, поэтому и они стоят примерно вдвое дешевле, чем с инициалами предшественника АГ. А вот на монетах полированного чекана они встречаются в равных пропорциях. На ваших экранах 50 копеек 1922 года с инициалами Артура Гартмана. Но эти монеты, друзья, это отдельная история. В конце 20-х годов Советская филателистическая ассоциация, получившая монопольное право на торговлю коллекционными предметами, это марки, монеты и прочее, решила организовать чеканку на Ленинградском монетном дворе, выпуск прошлых лет в коллекционном качестве. Например, сохранившимися штемпелями было заново отчеканено редкие рубли как гангут. Не остались и без внимания и первые советские монеты. Но теперь их делали на специально отполированных заготовках, что придавало монетному полю зеркальный вид, а элементы рельефа становились приятно матовыми. Друзья, перед вами представлена монета полированного чекана с инициалами Петра Латышева. Так как дополнительный тираж был невелик, такие монеты уже изначально считались редкими. Сейчас их востребованность остается очень высокой. Свидетельство этому и категория редкости в каталогах R2 и высокие цены на аукционах. Средняя цена полированных монет в зависимости от степени сохранности лежит в диапазоне от 3 до 4 тысяч долларов США. Известны также полтинники с датой без гуртового оформления. По аналогии с царскими монетами в каталогах им выделена отдельная позиция. Экземпляры с отсутствующей надписью невероятно редки, поэтому их стоимость трудно предположить. Ранние раритеты пытались сотворить из оригинальных монет, стачивая их край. Однако трансформацию выдавал недостаточный вес. Сейчас нумизматический рынок наводнили копии серебра имперского и советского периода, выполненные из недрагоценных сплавов. Их изготовители в связи с удешевлением производства часто вообще оставляют гурт гладким. Говоря о первых советских монетах, невозможно не вспомнить и Антона Федоровича Васютинского, знаменитого медальера, проявившего себя еще в царские времена. Именно им разработан штемпель первого серебряного рубля РСФСР 1921-22 годов. Так как оформление рубля и 50 копеек отличается только указанием номинала, то логично будет отметить вклад Васютинского и в создание рассматриваемой нами монеты. И вот мы подходим к виновнику, как говорится, нашего обзора. Одним из самых дорогих раритетов советской чеканки ранних лет остается пробник, выполненный не из серебра, а из чистой меди 8,55 грамма.
Медная монета выполнена штемпелями со стандартным оформлением. На гурте надпись с инициалами Петра Латышева. Чистого серебра 2 золотника, 10,5 доли, ПЛ. Друзья, сейчас трудно сказать, какой была цель данной чеканки, так как на тот момент отказ от серебра не декларировался. На нумизматический рынок монета попала из коллекции известного ленинградского коллекционера медалей и монет академика Быховского. На аукционе монеты и медали в 2009 году этот экземпляр реализовали за 1 миллион 950 тысяч рублей. В 1924 году, когда серебро с символикой РСФСР, датированное 1921-1923 годами, поступило в обращение вместе с первыми монетами РСФСР, 50 копеек были существенной суммой. Полтинник можно было обменять на литр подсолнечного масла, 2 килограмма рыбы или полпуда муки. Поэтому активизировались фальшивомонетчики. Самым подделываемым номиналом того периода нумизматы считают 20-копеечную монетку. 50 копеек подделывали реже из-за сложности оформления. Выгоднее было вложиться в подделку рубля, требующих схожих трудозатрат. Тем не менее, известны грубые фальшаки тех лет, одна из которых представлена на ваших экранах. Друзья, в настоящее время, как я уже говорил, из-за подорожания серебра рынок наводнен копиями различной степени достоверности. Пробник из сплава золотистого цвета показан на ваших экранах. Имитацию под оригинальные монеты выдает неправильный вес, нехарактерная толщина и плохая проработка деталей, пляшущие или расплывчатые буквы и тому подобное. У подозрительной монеты не лишне будет проверить и гурт, сличив его шрифт с подлинником. Изобразить славянскую вязь получается далеко не у всех. Гиперинфляция, бушевавшая в стране в начале 1920-х годов, стремительно обесценивала бумажные деньги, печатавшиеся в огромном количестве. Но даже их не хватало для элементарных расчетов. В отдаленных регионах появлялись самые причудливые денежные суррогаты, включавшие печать на этикетках для вина. Появлялись попытки использовать в качестве денег и монетовидные изделия. Одной из таких попыток стал надчекан на знаках общества потребителей служащих и рабочих Никола Павдинского имения, наследников Воробьева. Эту линейку произвели еще до революции, когда серебро и медь покинули оборот. Пермский губернатор дал разрешение на выпуск жетонов и номиналов от 5 копеек до 1 рубля. Более крупные номиналы выпустили, не извещая губернатора, из-за чего всю линейку признали незаконной и подлежащей конфискации. После революции оставшийся запаса Николы Павдинский рабочий кооператив решил приспособить для внутренних платежей, выбив на части тиража НПО-22. 50 копеек в этой линейке изготовлены из бронзы. На середину 2021 года их приблизительная цена 40 тысяч рублей без надчекана и 80 тысяч рублей с надчеканом. Еще одним примером местного выпуска эрзац-денег служат металлические боны второй шорно-футлярной фабрики города Петрограда. Друзья, здесь речь идет о разработке собственного монетного ряда с нуля. После революции альбомное и галантерейное предприятие Самуила Самуиловича Бехли, расположенное в Петрограде, преобразовали во вторую государственную шорно-футлярно-чемоданную фабрику имени Августа Бебеля. Превосходное качество продукции обеспечивало фабрики заказчиков даже во времена разрухи. Однако недостаток денег для расчетов навел руководство предприятия на мысль об эмиссии собственной валюты. На лицевой стороне линейки бон гордо красовался лось, эмблема фабрики еще с дореволюционных времен. На обороте был обозначен номинал от копейки до 5 рублей. Заказ на чеканку выполнила первая государственная фабрика золотых, серебряных и бронзовых изделий Треста Тремас.
50 копеек оказались в группе бон, выполненных из алюминия. Туда еще попали 10 копеек и 1 рубль. На эти боны рабочие могли отовариваться в фабричном магазине. Из обихода их вывели после завершения реформы Сокольникова в 1924 году. К началу 2021 года стоимость 50 копеек второй шорно-футлярной фабрики достигает 20-30 тысяч рублей. Из-за высоких цен налажено производство копий и имитаций, поэтому приобретать такие боны следует лишь в местах, гарантирующих подлинность. Реформа Сокольникова, в итоге обеспечившая стране твердый рубль, более не подтвержденный существенными колебаниями, отправила в обращение и 50 копеек 1922 года. Однако для огромной страны отчеканенного количества оказалось крайне недостаточно. Поэтому был период, когда наряду с 50 копейками 1921-1922 года и первыми полтинниками СССР расчеты обеспечивали и временные бумажные боны достоинством 50 копеек. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.